Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Куратив CG Компьютерная графика. Давно не было уроков по Marvelous Designer, и в этом видео разберем, как создать рубашку в программе Marvelous Designer. Но перед тем как начнем, подпишитесь на канал, если не подписаны. Ну а теперь начнем. Открою программу Marvelous Designer и добавлю встроенного персонажа в сцену. Создам прямоугольник. Подберу к нему высоту и ширину. Поставлю режим текстурная поверхность, чтобы видеть, где обратные полигоны. Добавлю точки на прямоугольник. Нажимаю правой кнопкой мыши, чтобы ровно распределить точку. Поставлю еще одну точку. Теперь сделаю примерно так, как будет выглядеть половина рубашки. Немного спущу точку и добавлю дугу. Здесь тоже спущу точку и добавлю дугу. Немного правее перемещу нижнюю точку. Скопирую его и вставлю зеркально. Добавлю еще одну. Это будет обратная сторона рубашки. Изменю воротник. Подниму его вверх. Сделаю его менее дугообразным. Как видим, сторона темная, значит это обратная сторона. Развернем его. Скопирую и зеркально вставлю. Соединим стороны. Сделаю симуляцию. Немного уменьшу длину. С помощью нажатия на клавиатуре вверх. Подниму нижние точки на рукавах. Добавлю новые точки на передней стороне рубашки. Здесь будет линия застежки. Нужно их создать на одинаковых расстояниях. Создам внутреннюю линию. С нажатием на Shift можно ровно создать линию. Соединю их. Сделаю симуляцию. Теперь к этой линии создам прямоугольник. Перемещу его. Соединю его с верхней стороной линии. Создам воротник для рубашки. Разделю его ровно на 4 части. Чтобы вышло меню, нужно нажать правой кнопкой мыши.
Переверну его. Соединю воротник с рубашкой. Так как воротник вялый, создадим к нему внутреннюю линию. Добавлю линию на воротник. Там, где линия, добавлю точки. Соединю воротник между собой. Сделаю небольшую дугу воротника. Немного подправлю. Не забываем переместить точки после изменения. Изменю функции линии. Увеличу жесткость и уменьшу угол складки. Увеличу меш воротника. Чем ниже здесь цифра, тем больше полигонов становится в объекте. Поменяю режим на толстую поверхность. Забыл соединить верхнюю и нижнюю часть застежки с рубашкой. Исправлю. Добавлю точку на рубашке, чтобы соединение застежки и рубашки было равномерным. Создам прямоугольник, это будет рукав. Перемещу его на руку персонажа. Можно было, конечно, это сделать быстрее с помощью привязок точек, но вдруг у вас модель не из библиотеки. Добавлю дугу. Немного расширю верхнюю часть. Добавлю точку посередине дуги. Теперь сделаю изгиб с помощью кривой. Соединю с рубашкой. Немного уменьшу изгиб. Соединю рукав вместе. Уменьшу нижнюю часть рукава. Уменьшу его с нажатием на клавиатуре стрелкой вверх. Теперь создам манжет. Добавлю точки в разных местах, но с одинаковой пропорцией. Соединю линию манжета с рукавом. Не знаю, как называется, но добавлю заклепку на манжет с помощью внутреннего прямоугольника.
скопирую его. Двойным нажатием на левую кнопку мыши соединю их. Выделю их и правой кнопкой мыши сделаю инвертирование соединения. Удалю верхнее и нижнее соединение передней стороны рубашки. Теперь скопирую рукав с манжетом и ставлю их зеркальным образом. Соединю другую сторону рубашки с рукавом. Увеличу меш всей рубашки. Сделаю симуляцию застежки по новой, чтобы исчез глюк. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!